Всем доброго времени суток. Уже несколько раз просят и в личке, и в комментариях сделать выпуск-сборку с подробным пояснением. Из разряда «Как собрать компьютер с нуля самому на комплектующих с разных источников и чтобы все это в совокупности еще и работало корректно». Ну, в принципе, такой и будет выпуск. Наверное, долгим, и все же постараюсь сделать подробным и оставлю ссылки на железо в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где периодически обновляются новости из мира компьютерных технологий, а точнее новинки железа и периферии. Также приглашаю вас в мою группу ВК, куда также эти новости пересылаются, и в соответствующей теме помогаю с вопросами о компьютерах. С чего начать сборку ПК, если ты в этом не очень сильно разбираешься? А начать стоит с предпочтений из бюджета, ну или наоборот. Допустим, у вас есть энная сумма денег, и вы хотите узнать, что на них можно приобрести. Могу посоветовать сделать следующее. Заходите сюда же на YouTube и просто прописываете «Сборка ПК за 20к» или сколько у вас там денег, и смотрите, что и сколько стоит. А блогеры оставляют ссылки в описании, чтобы получить кэшбэк от того, что привели покупателей. С ваших денег ничего не удержит, а блогеру будет помощь. Казалось бы, все легко и просто, а что если вы увидели какое-нибудь предложение, допустим, на том же Авито или Юла, и вам захотелось приобрести? В принципе, можно также проделать те же шаги с YouTube, в зависимости от того, что вы приобрели, будь то отдельные комплектующие или сборка в целом. То есть сформулировать запрос, допустим, на что способна видеокарта или сборка в целом, и не нужно спрашивать, актуально ли или еще что-то в этом духе. Ну и третий способ собрать ПК — это знать для чего. Наверное, будет правильнее сказать для каких игр. Затем купить видеокарту по обзорам, ну и собрать ПК под эту видеокарту. В любом случае мы упираемся в сокет, а сокет — это посадочное место процессора, а значит стоит посмотреть на сам процессор, если он есть в наличии, или докупить более мощный. Я вот купил сборку на 1156 сокете и буду перебирать ее в другой корпус, попутно обращая внимание на отдельные моменты и рассказывая о других вариантах. В этот сокет можно поставить серверный процессор Intel Xeon X3470 на 4 ядра и 8 потоков, он будет аналогом i7 первого поколения. Но лично мне делать апгрейд не нужно, я взял этот комп для перепродажи и не хочу тратиться на него еще, так как отдал энную сумму на его приобретение. То есть суть, думаю, ясна, с интелами можно взять систему не серверную и поставить серверный процессор без прошивок BIOS. Теперь, собственно, о материнской плате, и она от фирмы HP Compact, модель MS7613 версии 1.1, сокета 1156. На самой же плате модель и написано. Вбив в поисковик, можно узнать подробные характеристики, то есть сокет, какую частоту оперативной памяти она поддерживает и какое количество, и многое другое. На моей же 4 слота под оперативную память, поддержка максимальной частоты 1333 МГц, то есть те, что выше этой частоты, все равно будут работать на 1333 МГц. Также слот PCI-Express X16 версии 2.0 для установки видеокарты и 3 слота PCI-Express X1, это слоты расширения для установки других устройств, звуковых карт или сетевых карт и так далее. Также присутствует слот M2, но он предназначен для установки Wi-Fi модуля, и всю эту информацию я прочел с паспортом материнки прямо на сайте производителя. Из выходов 6 USB портов версии 2.0, 7.1 канальный звук, DVI версии D и D-Sub, он же VGA, порт 1394, SPDF, ну и Ethernet. В общем-то, больше о ней рассказать нечего. Точнее, рассказать можно еще долго о цепях питания и так далее, но не в рамках этого выпуска. Процессор у меня Intel Core i3 530, сокет, понятное дело, 1156, техпроцесс 32 нанометра, TDP 73 Вт, базовая частота 2,93 ГГц, турбобуста нет по умолчанию. Ядер 2, потоков 4, соответственно есть хайпертрединг. Кстати, ядро тут Clark Dial. Если я не ошибаюсь, в Linefield нет встроенной графики, хотя сокет тот же. В общем, процессор в сокет устанавливается только в одном положении, есть с двух краев вырезы, а в самом сокете есть выпуклости, и как в PAS процессор и вставляется.
Теперь от ТДП. У него оно 73 Вт, а значит охлаждение нужно подбирать под это значение. А максимально может держать температуру в 72 градуса. Тоже нужно запомнить для тестов. Термопасту нужно мазать тонким слоем, так как нужна она для того, чтобы воздух не остался между крышкой процессора и кулером. А из курса физики по школьной программе мы помним, ну или не помним, но суть в том, что у воздуха плохая теплопроводимость. Намазали, установили кулер, убедились, что кулер сел ровно со всех сторон и прижали все клипсы, если он боксовый, то есть который может идти в комплекте с процессором. Если такой же, как у меня, то в принципе принцип тот же, но устанавливается рамка с клипсами, а на нее с двух сторон устанавливается кулер. Штекер кулера нужно вставить в специальное место на материнской плате. Оно подписано как КПУ фан или просто КПУ, так как система будет видеть его правильно и регулировать обороты по мере надобности. Оперативку тоже лучше сразу установить в свои слоты, прежде чем устанавливать ее в корпус, просто потому что так удобнее. Она также устанавливается в одном положении, та же защита от дураков, есть прорези и они неровно посередине, ну и поэтому только одно положение. О самой оперативке сказать можно, что она естественно на DDR3 от фирмы Elpida, частота наверное 1333 МГц, и даже если она на 1600 МГц, работать будет на 1333 МГц, так как эту частоту только и поддерживает процессор и материнка. Планок 2 обе одинаковые, устанавливаются через один слот, если слотов 4, как на моей материнке. Если 2 слота, соответственно в обе слота. В любом случае двухканал, а это когда 2 слота заняты оперативкой. Будет лучше, чем один канал, даже если объем будет одинаковым. Это не раз уже доказывали все, кому не лень. Ну вот, в принципе база собрана, теперь можно установить ее в корпус, но для начала лучше будет установить блок питания, опять-таки для удобства. Есть корпуса, в которые сначала нужно установить блок питания, для удобства прокладки кабелей. Например, часто приходится установить 4 пин или 8 пин питания процессора из-под материнской платы, то есть вытащить этот кабель, а затем установить материнку. Установить блок питания никаких проблем не составит, или сразу в корпус на 4 болта, или в отдельных корпусах сначала на рамку, а сама рамка крепится к корпусу. В общем, установили материнскую плату, но перед этим не забываем установить бэкплейт, а иначе в самом конце заметить, что забыли и все по новой разбирать, то еще удовольствие. И в этом случае получился промах. Промах в плане того, что материнская плата не лезет в корпус, мешает корзина для жестких дисков. Это значит, что при выборе корпуса на это нужно обращать внимание. Ширину, длину и соответственно высоту есть в спецификации корпусов все нужные параметры. Также они есть и в материнской плате. Смотрим, анализируем и покупаем нужный, то есть подходящий, и собираем нашу базу туда в правильном порядке. Сначала блок питания, затем бэкплейт материнской платы, ну и саму материнскую плату. Закрепляем на все болты и в принципе все. Я же установил сначала материнскую плату, а затем блок питания, следующим видеокарту и жесткий диск, но сначала подключил выходы на передний USB, звук и кнопку включения с остальными индикаторами и кнопкой перезагрузки. Дальше идет подключение штекеров питания. Это 24 пин питания платы, 4 пин питания процессора, 6 пин питания видеокарты и SATA кабель питания жесткого диска. Кстати, все эти штекеры подключаются только в одном положении, и тут никто не ошибется, поэтому все просто и понятно. Из-за малого пространства корпуса и возможного перегрева железа я установил вентилятор на заднюю панель корпуса на выдув теплого воздуха, так как нагретый воздух поднимается вверх.
А еще есть и видеокарта, и она греется. Кстати, это GTX 250 на 512 мегабайт с дополнительным питанием. И установлена она потому, что была. И все. Конечно же, она будет лучше встроенной графики. Кстати, дополнительное питание нужно взять с блока питания, и оно на 6 пин и ставится только в одном положении. Если же не подключать это питание, то изображение может вообще не показывать или пропадать во время нагрузок на эту самую видеокарту. Ну, в принципе, и все на этом. Возможно, что-то упустил. Пишите в комментариях. Все учесть в одном выпуске не удастся. Для этого нужны часы времени. Конечно же, нужно сделать тесты, ибо без них мы не будем знать, есть ли косяки в сборке. То есть проверка комплектующих, в особенности тесты с замером температур. Программ для этого много, я лишь произведу замер температуры видеокарты, так как неизвестно, обслуживалась ли она вообще, а карта определенно старая. Что в принципе и было ожидаемо, температура 88 градусов, а значит нужно заменить на ней термопасту, и к сожалению видеоряда после замены у меня не осталось. Могу сказать лишь то, что ситуация была исправлена. Также температура процессора была в норме. Тестировал в AIDA, а видеокарту Farmark. Кстати, друзья, кто досмотрел до этого момента, вы молодцы. Если кому нужно, могу в комментариях написать название программ для тестов. И я, и многие, кто меня смотрит, заказывают с AliExpress или других магазинов. Неважно, с Китая они или нет, но кэшбэк можно получить в EPN. Ссылки есть в описании. Также не забывайте про мои ссылки в описании на все мои группы и чаты, где помогаю всем, чем могу. В общей сложности источники есть, было бы желание. Выпуски же часто снимать не получается, так как канал для меня хобби, а работать и зарабатывать нужно, и поэтому как успеваю, так и снимаю. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.